А ведь я хотел рассказать обо всем движке за 10-15-минутных серий. Думал, еще время останется. Уже даже придумал, на что его потратить. Но вот сейчас смотрю на прогресс и чувствую, что что-то идет не так. Уже 10-я серия, а мы еще даже до платформ не дошли. Поэтому надо как-то закругляться. Но не резко. Поэтому вместо 10 серий будет 12. Как в аниме. Походу, платформы и правда появятся в последней серии на 2 минуты. Сегодня будем запускать шарики. Они же снаряды, они же прожектайлы. Прицеливание есть, здоровье тоже, и с коллизиями успели поработать. То есть мы полностью готовы. Мы можем просто пульнуть снаряд в определенном направлении, но это слишком скучно. Для этого достаточно всего лишь заспавнить снаряд. Мы же будем сами указывать точку, куда должен лететь снаряд. Для этого воспользуемся функцией getActorEyeViewPoint. Использую ее впервые. Обычно брал функцию из контроллера с похожим названием, содержащим viewpoint. Давайте посмотрим, что это за поворот такой и куда он направлен с помощью forward vector. И сразу домножим на 100, потому что он точно нормализованный. Вроде подходит. Оставляем. Давайте посмотрим, что за точку отдает нам функция. Проверяем. Это голова. В целом неплохо. Попробуем использовать. Для отправки луча воспользуемся функцией sphereTraceByChannel. Она просит начальную и конечную точки. Конечная точка – это наш forward вектор, умноженный на какую-то длину. Мы почти всегда подключали его и проверяли, куда смотрит вектор. В этот раз нам нужно запустить его не из нулевой позиции, как это было ранее, а из головы персонажа. Как же нам сместить вектор, зная обе точки? А это уже школьный курс. Просто добавим смещение к обеим точкам. Сразу добавляем смещение. И потом уже добавляем forward вектор, умноженный на желаемую длину луча. Установим какой-нибудь радиус и включим отрисовку. Проверяем. И ничего не видно, потому что эта самая голова нам все загораживает. Поднимем немного селфи-палочку. Стало получше, но все еще плохо. Давайте запускать луч с другой позиции. Для этого создадим вспомогательную стрелочку. Назовем ее aimPoint. После чего заменим старое плохое смещение на наше хорошее новое. Теперь осталось только установить куда-то эту стрелочку. Вот сейчас хорошо. Еще чуть-чуть и до квадра A доберемся. Мы что-то сделали. Но теперь нужно понять, ради чего. Проверим флажок. Если луч во что-то попадает, то флажок истина. Если не попадает, то ложь. А вот структура возвращает кучу данных. Поэтому не будем раскрывать ее таким образом. Воспользуемся альтернативным вариантом break. Этот вариант очень крутой. Я бы на вашем месте его запомнил. Тут нас интересует всего два значения. Это impact point, точка попадания, и trace end, это конец луча. Создадим вектор target point. Будем в нем хранить точку назначения снаряда. Устанавливать значения будем в зависимости от флажка. С этим нам поможет важный селект. Если true, тогда выбираем impact point. Если false, тогда trace end. Будем рисовать target point, чтобы понимать, куда должен лететь снаряд. Проверяем. Работает. Теперь можно отключать отображение луча. Сейчас наш луч реагирует на все подряд, поэтому заменим Trace Channel на что-то другое. Выбирать тут не приходится. Проверяем. То, что надо. Вот так просто мы определили точку, куда должен лететь снаряд. Сейчас нам наконец-то понадобилось действие Shoot. Добавляем в персонажа. Поступим очень дерзко и опасно. И не будем проверять с помощью паринстринга, работает это событие или нет. Мы так не рисковали со времен 5-й серии. Стрелять можем только тогда, когда целимся. Это же логично. А что дальше-то делать? Нам сейчас нужно что-то запустить, поэтому давайте сделаем снаряд. Снаряд – это не какой-то отдельный класс, это обычный вектор. Добавим шарик, это и будет наш снаряд. И теперь самое главное, что сделать снаряд снарядом, это компонента перемещения снаряда – Projectile Movement. В ней нас интересует пока только одно поле – это начальная скорость. Поставим что-нибудь в районе 1000. Создаем снаряд с помощью очень важной ноды SpawnActor. Чтобы снаряд полетел, этого будет достаточно. Но у нас ошибка компиляции. Тут у нас два варианта. Либо закончить сериал, либо указать трансформ. В
Второй вариант выглядит проще. Забавный факт. Если мы разобьем трансформ на Location, Rotation и Scale с помощью правой кнопки мыши, то ошибка пропадет, даже если мы ничего не укажем. Пока что снаряд будет создаваться в стрелочке Aim Point. Мы передадим только положение. Проверяем. Снаряды летят в одном направлении, потому что мы не указали Rotation. Давайте теперь передадим весь трансформ. Проверяем. Стало лучше. Если что, скорость снаряда мы указали в самом снаряде. Это 1000. В целом, это уже можно использовать. Но у нас с вами другая цель. Нам нужно как-то попасть в указанную точку. Смотрим функции с названием Projectile и ищем что-нибудь подходящее. Функция Suggest Projectile Velocity выглядит как что-то подходящее, поэтому берем ее. Много всяких параметров, но если приглядеться, то ничего сложного. Start Location – это начальная точка расчета. Естественно, что это та же точка, где спавнится снаряд. End Location – это наша целевая точка. Launch Speed и Gravity Z – это поля из снаряда. Снаряд мы уже создали, поэтому из него и возьмем значения. Эти значения хранятся в компоненте Projectile Movement. Поэтому сначала получаем ее. Затем уже получаем значения. Launch Speed – это Initial Speed, а гравитация – это гравитация, как бэкэп. Радиус коллизии не так важен. Укажем 5. Если что, это радиус снаряда. Тут интересен еще последний флажок. Если снаряд физически не долетает, то он все равно будет пытаться лететь в ту сторону. Функция вернет нам скорость, которую мы укажем в снаряде. Проверяем. Работает. Время экспериментов. Меняем значения в снаряде, меняем флажки в расчетах и проверяем, что получается. И еще, забавы ради, в последней ноде SetVelocity можно в качестве таргет указать movement компоненту персонажа. Тогда вместо снаряда полетит сам персонаж. У этих компонент передвижения одна природа. Когда мы спавнили снаряд, то rotation для нас играл роль. Когда мы его не указывали, то снаряд летел только в одном направлении. Сейчас мы переписываем вектор скорости снаряда, поэтому нам все равно, в каком направлении он смотрит. Снаряды, конечно, появляются. Это хорошо. Но когда их станет много, это будет нехорошо. Добавим время жизни каждому снаряду. Для этого используется функция setLifespan. Укажем 1 секунду и проверим. Работает. Здорово, конечно, но хочется какую-то мишень. Создаем Эктор или Паун. Для нас роли не играет. Добавим в него кубик. Этому кубику установим коллизию Паун, как персонажу. Затем скидываем его на уровень и начинаем проверять, как с ним взаимодействуют наши снаряды. Пока выглядит никак. Добавим какое-нибудь сообщение в снаряд при пересечении. Проверяем. Никакой реакции. Получается, что проблема в коллизиях. Меняем коллизию снаряда и проверяем. Вот сейчас есть контакт. Можно начинать творить фокусы. Сейчас снаряды реагируют и на нас. Это мы оставим. Пусть наши снаряды нанесут урон тому, кого пересекут, и после этого самоуничтожатся. Проверяем. Работает. Нашей мишени не хватает здоровья. Добавим виджет компоненту. В ней ищем поле виджет класс. И уже в нем указываем виджет здоровья VBP Health. Сейчас эта штука слишком большая. Подгоняем размер и положение. Проверяем. Не работает. Более того, если мы нанесем себе урон, то у куба здоровья тоже уменьшится. А это все потому, что в прошлых сериях мы сделали жесткую привязку к игроку, и все виджеты здоровья будут показывать здоровье игрока. В каком-то извращенном смысле это может быть интересно, но в глазах взрослого, красивого, элегантного мужчины это выглядит ужасно. В моих же глазах все выглядит нормально. Добавим нашей мишени компоненту здоровья. Мы же не зря ее создавали. Значение по умолчанию 0. Это очень плохо, нужно срочно исправить. Открываем компоненту здоровья и указываем какое-нибудь адекватное значение. Здорово, у нашего куба есть здоровье. Только это не меняет того факта, что шкала все равно не работает. Переделаем виджет здоровья. Отсюда мы не можем узнать, кому принадлежит виджет. Кто-то извне должен нам сказать, за кем следить. А до тех пор мы будем просто молча сидеть и ждать. Выжидать нашу цель, как охотники. Добавим событие Initialize, через которую мы и получим нашу цель. Констракт нам больше не нужен. Избавляемся от него.
Добавляем в initialize входной параметр actor. И сейчас виджет будет работать с любым актором, лишь бы у него была компонента здоровья. Теперь между этими классами установлена крепкая мужская связь. Наш виджет здоровья сейчас выжидает свою цель, и поэтому не работает. Мы должны где-то передать эту самую цель. Наш основной виджет работает с виджетом здоровья игрока. Логично, что он и должен указать цель. Сделаем наш виджет здоровья переменной, чтобы с ним можно было как-то работать. И уже здесь в констракт мы будем указывать цель, за которой будет следить компонента здоровья, а именно нашего персонажа. Я ни в коем случае не поддерживаю сталкинг, но сами понимаете. Проверяем. Виджет игрока работает, а вот виджет врага почему-то не работает. Ну ничего страшного, мы же его еще не настраивали. Поэтому открываем врага, и тут у нас два интересных момента. Первый – это то, что наш виджет слева на самом деле не виджет, а компонента виджета, которая лишь визуализирует наш виджет. Но тут ничего страшного. Из этой компоненты мы можем легко достать и сам виджет. Второй момент – это то, что функция getWidget возвращает наш виджет в каком-то общем виде, который не знает о нашем событии initialize. Поэтому нам нужно привестись конкретно к нашему виджету wbp-health. Вот теперь мы можем вызвать событие initialize и эгоистично указать самого себя. Проверяем. Естественно, все работает. Когда здоровье врага падает до нуля, то он должен уничтожаться. Это же враг, а не игрок. Поселим бомжа, который будет следить за этим. Последнее время все идет слишком просто, даже никаких интересных проблем. Сейчас снаряд вылетает не из того места, из которого он должен вылетать. Создадим отдельную стрелку, в которой и будет спавниться снаряд. Вложим ее прямо в оружие и установим подходящее положение. Проверяем. Ничего не работает. Ну естественно, мы же просто создали стрелку, которая нигде не используется. При стрельбе заменяем старую стрелку на новую, и все сразу должно заработать. Криво-косо, но работает. Проблема с анимациями. Когда мы создавали 8 анимаций движения во все стороны, то корректировали направление головы, чтобы она всегда смотрела вперед. То же самое нужно было делать и с руками, чтобы оружие всегда смотрело вперед. Сейчас, чтобы это исправить, нужно проверять и перезапекать все 8 анимаций. Для нас это пустая трата времени, поэтому просто игнорируем. Меняю имя папки на enemies и в итоге получаю две папки. Это потому, что в старой папке появилась какашка. Чистим какашки, и теперь можно смело удалять старую папку. Создадим еще одного врага, и уже он будет в нас стрелять. Сделаем агрессивную сферу. Она будет просто стоять на месте и в нас пулять. Тип коллизии будет паун, как у персонажа. Создадим для нее отдельный снаряд. И в качестве меша установим конус. Для этого нужно включить Engine Content. Повернем ее правильно, по направлению движения. А что такое правильно в этой пустой области? Все как всегда предельно просто. Это ось X. Почему я сначала установил Y, спросишь ты? Ответ на этот вопрос я и сам не знаю. Точно так же сначала создаем снаряд. В качестве начального положения укажем положение самой сферы. Смотрим на функции, содержащие projectile. И в этот раз нас интересует последняя функция Suggest Projectile Velocity Moving Target, то есть расчет скорости снаряда для попадания в двигающуюся цель. Этой целью, естественно, будем мы. Начальное положение известно. В качестве цели указываем себя. В offset можно засунуть случайный вектор, чтобы снаряд летел не идеально в нас. Дальше идут данные из самого снаряда. Начальная скорость, как в прошлый раз, нам не нужна. А вот гравитация осталась. Самое интересное поле – это Time to Target. Это время, через которое снаряд должен поразить цель. Эта нода не ванга, поэтому предсказать ваше движение она не способна. Она рассчитывает скорость снаряда, исходя из того, что вы продолжите двигаться в том же направлении с той же скоростью. Стоит вам остановиться, и снаряд в вас уже не попадет, если он был выпущен. Установим снаряду полученную скорость. Запустим конус не сразу, а через 2 секунды. Скидываем эту агрессивную сферу на сцену и проверяем. Не работает, еще и ошибки вылезли. Ну хоть что-то интересное. Если почитать ошибку, то можно увидеть, что снаряд невалидный.
То есть после того, как мы заспавнили снаряд, его тут же не стало, либо он вообще не заспавнился. Если снаряд не спавнится, то проблему может решить Always Spawn Ignore Collision, но в нашем случае проблем с коллизией быть не должно, поэтому причина в чем-то другом. Замечаем, что наш снаряд самоуничтожается, когда начинает кого-то трогать. Тут у нас появляются флешбеки, когда наш же снаряд наносит нам урон. И теперь все детальки пазла встали на свои места, осталось только убедиться. Для этого отключим самоуничтожение и нарисуем сферу там, где конус кого-то потрогал. Проверяем. Все, взяли его. Еще тепленьким и жиденьким. Возвращаем самоуничтожение и думаем, как это можно решить. Вспоминаем, что у классов может быть владелец, он же owner. Хоть эпики и пытались его от нас скрыть, мы его все равно нашли. Действуем эгоистично и указываем самого себя в качестве владельца конуса. И уже в самом конусе мы проверим, на кого пытаемся поднять руку. Поднимаем руку на всех, кроме владельца. Владельца мы можем легко получить с помощью getOwner. Проверяем. Снаряд летит, но почему-то не наносит нам урон. Это уже моя невнимательность. Я забыл указать того, кому мы должны нанести урон. Проверяем. И теперь все красиво, но не совсем. Если вы внимательный и сексуальный, то вы уже заметили, что конусы летят криво, хотя мы повернули их правильно. Это чинится одним флажком. Rotation follows velocity. Наша компонента сама будет поворачивать снаряд по направлению движения. В случае со сферой это делать не нужно, так как добавит лишнюю нагрузку. Проверяем. Работает. Можно поиграться с параметрами снаряда и временем расчета. Добавим таймер, чтобы сфера не прекращала кидать конусы. Для этого воспользуемся действительно очень важной функцией setTimerByEvent. Это таймер. Он сработает один раз через указанное время, но если поставить флажок Loop, то будет работать бесконечно. Проверяем. И опять все работает без проблем. Чистим какашки и коммитимся. Снаряды – это очень полезная тема, так что было не жалко посвятить им одну серию.